Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. В последнем выпуске Елы Чапкиной Ферит, потерявший сознание, очнулся в разгар конфликта. Ферит Корхан, узнавший, что людей послал Халис Ага, вспомнил слова деда и сказал: «Ты не отпустишь, дедушка. Я даже попрошу у тебя разрешения умереть». Ферит преследовал Наси и не смог его поймать, хотя и преследовал его. В то время все беспокоились о Ферите, Сейран пытался выяснить, что происходит. Пока Ферит возвращался в особняк с людьми своего деда, Наджи рассказал, что Абедин и Чичек пришли к нему и приставили пистолет к голове Ферита. Возмущенный Абедин схватил Наси за воротник и сказал: «Ты больше не тронешь Ферита». Когда Ферит пришел в особняк на берегу и столкнулся со своим дедом, Халис Корхан не оставил ничего из того, что сказал внуку. Халис Ага сказал ему, что сожалеет о том, что носит кольцо Аги. Несмотря на то, что Ферит предложил ему его, он не взял кольцо обратно и сказал: «Не следует путать глупость с смелостью». Ферит говорит, что его намерение уйти. Сейран понял, что произошло, и сказал: «Ферит заложил особняк, чтобы купить камни. Моя сестра также помогла ему». А Ферит злится на Сейрана за то, что тот рассказал эту тайну. Халис Корхан дал ему пощечину и выгнал внука, сказав: «Отныне ты ни о чем не будешь иметь права голоса. Позор тем усилиям, которые я приложил для тебя. Убирайся». Сказав, что он не заслужил эту семью, Ферит сказал: «Я сдержу данное тебе обещание и найду эти камни. Тогда я уйду отсюда. Ты продолжишь без меня». Сейран сказал Халису Корхану: «Ферит не заслужил этого. Ты был слишком строг с Феритом, ты загнал его в угол. Ты зашел слишком далеко и встал у двери Ферита». Ферит Корхан, который не открыл дверь, несмотря на настойчивость Сейрана, и достал пистолет из сейфа, сказал: «Я принесу эти камни, даже если это означает смерть», и покинул особняк. В то время как Ферит покидает особняк, несмотря на Сейрана, все начали винить Суну. Халис Корхан, который злился на Абедина за то, что тот не присматривал за Феритом, одновременно выгнал его и сказал: «С этого момента позаботься о своей жене». Абедин рассердился на Суну, который пришел за ним, сказав: «Ты сделал всех несчастными, чтобы Ферит был счастлив, ты ни о ком не думал. Смотри, Ферит ушел, мы снова получили нагоняй». Тогда Сейран отреагировала на свою сестру, сказав: «Ты слишком глупа. Посмотри, что ты сделала с этими людьми». Ферит, покинувший особняк и обнаруживший отель, написанный на карточке, выпавший из кармана Наси, узнал и номер его комнаты, и то, что он не был в отеле уже 2 дня. Суна, которая очень рассердилась, когда Хатидже пришла и рассердилась на него, сказала: «Скажи Халис Аге, что его жена не его любимая невестка Сейран, только я могу его поддержать. Сейран не может иметь ребенка и никогда не будет». Ферит, который ждал перед отелем до утра, угрожал мужчинам, которые пришли забрать вещи Наси, и сказал: «Отвезите меня к Насе». Тогда Суна сказал Абедину, что у него нет плохих намерений, и попросил его быть с ним, но это ему не удалось. В то время как Гульгун объявляет всем, что с Феритом все в порядке, Сейран заявил, что Халис Ага хотел, чтобы он поговорил с инвесторами. Затем он спросил у Казима адрес великой леди. В тот же момент Ферит нашел Наси. Ферит спросил Наси, где камни, и выстрелил ему в ногу. Затем он похитил Наси. Разговаривая со своей тетей после завтрака, Эсми спросила, что происходит. Хатидже сказала: «Халис дал Сейран повод выжить. Он возложил на нее ответственность за всех нас». Ферит Корхан, напугавший Наджи, узнал, что камни у Буюк-Ханем. В это время инвестор позвонил Фериту и сказал, что у них будет встреча. Ферит, попросивший должность, заявил, что пойдет навстречу. Гульгун, разгневанная тем, что Бетюль выгнала ее из особняка, объявила всем, что ребенок не от Архана. Ферит, пришедший к месту проведения встречи, напал на Сейрана и сказал: «Что ты можешь сделать, кроме как опозориться? Отныне мне все равно, что сделаешь ты или Халис Ага». Ферит, который не присутствовал на собрании, хотя и предстал перед инвесторами, ушел.
Сейран сначала получил дополнительное время, которое он запросил у инвесторов, а затем пригласил великую леди в особняк на ужин. Пока великая госпожа направлялась к особняку по приглашению Халис Аги, Ферит преследовал Дююк Ханем вместе с Наджи. Ферит, вошедший в особняк через несколько минут после того, как вошла великая леди, сказал Насе: «У этой женщины украли камни. Ты расскажешь все, Насе, иначе я похороню тебя в этом особняке». В это время Халис Корхан достал камни из мешка и показал их Фериту. Заявив, что камни ему принесла великая госпожа, Халис Ага сказал: «Немедленно извинись перед великой госпожой». Ферит расплакалась и сказала: «Все, что я делала для нас, для компании». Халис Корхан заявил, что передаст управление племенем Сейрану. Ферит, который был шокирован, сказал деду, что он не отказался от своих прав, снял кольцо светлости и сказал: «Отныне ты жив, и я в безопасности». Сейран, следуя за Феритом, сказал: «Я не заинтересован в том, чтобы занять ваше место. Я должен сказать вам кое-что еще». В ярости Ферит сказал: «Тебе нравится, когда тебе завидуют, завидуют и ты дней. Я говорю с тобой так, как чувствую». Опечаленный Сейран сказал: «Разве цель не преодолеть препятствия, с которыми мы сталкиваемся вместе?» Ферит засмеялся, не воспринял его всерьез и сказал: «Что бы ты ни делал, мне все равно. С этого момента ты и люди в этом особняке оставишь меня в покое и уйдешь». Глядя вслед Ферит, Сейран подумала о том моменте, когда она увидела ювелира у дверей Буюк Ханем, и сказала: «Что-то есть в этой женщине. Ты даже не заставил меня сказать, что я тебе поверил». В конце вечера Суна сказала, что хочет продолжать злиться на мужа. Абедин сказал: «Никто не удерживает тебя, Суна, если не хочешь, можешь уйти». Суна расплакалась и позвонила Фериту. При этом Ферит в гневе покинул особняк, напился в ночном клубе и затеял драку. Ферит, оказавшийся в трудной ситуации, просит Суну о помощи, он попросил ее взять себя в руки. Пока Суна помогает Фериту, Абедин пошел к Сейрану и спросил о своей сестре. Сейран, которая позвонила сначала своей сестре, а затем Фериту, заподозрила подозрения, когда не смогла связаться ни с одним из них. Сейран, узнавший его местоположение с помощью устройства слежения в машине Ферита, направился по этому адресу. Ферит, который был в тот момент наедине с Суной, называл его «моим партнером по судьбе». Вслед за этим Суна сказал: «Никто не может разделить мою судьбу. Эта судьба полна особой несправедливости. Я не только невезучий, но, по общему мнению, я глуп, невежественен, бесполезен» и начал пить. После этого Суна, рассказавшая о том дне, когда семья Корхан пришла просить ее, и признавшаяся, что Ферит ей очень нравится, сказала: «Я сказала, что моя судьба наконец-то изменилась, но потом произошло то, что случилось. Это судьба в долгу передо мной жизни. Точка». Слушая в тот момент волнение Суны, Ферит внезапно поцеловал ее. Когда эти двое становятся ближе, Сейран тоже подошел к двери дома. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.